Кто такие самые трудоспособные люди? Люди, которые могут, трудоголики, которые работают с утра до вечера и круглосуточно. Кто эти люди? Ставьте лайк, подписывайтесь, нажимайте звоночек и расскажу дальше об этом психотипе. Этот психотип называется Штирлиц. Почему его так назвали? На самом деле, одно название, вы понимаете, что это сказочный персонаж. Персонаж, который придуман в совокупности каких-то образов. На сегодняшний день это персонаж агента 007, супергероя. И действительно, в моем понимании, это действительно люди-супергерои. Почему? Потому что у них так работает мозг. Во-первых, невероятная трудоспособность. Возможность работать над собой, над своим делом, то есть преданность своему делу. Это благодаря, прежде всего, деловой логике. То есть все, что они делают супер качественно. Это касается борща, секса, работы. То есть абсолютно все у них про качество. Это люди, у них такой псевдоним, люди качества. Еще я их называю человек-комбайн, потому что они могут переделать невероятное количество работы. Они просто хватаются за все. Это точно так же благодаря тому, что у них слабая функция, интуиция времени. То есть нету чувства времени, кажется им все время, что времени мало, поэтому они хватаются за любую работу и все быстро переделывают. Например, один из моих знакомых, уже будучи в преклонном возрасте, этого психотипа Штирлиц, ему уже было 70 лет, и он говорил, что он никогда не выйдет на пенсию, потому что еще столько дел. То есть это люди, которые практически действительно никогда не выходят на пенсию, потому что у них очень много энергии. Это сенсорики, экстраверты, у них всегда много энергии. То есть сенсорика комфорта, которая отвечает за вкус, запах, цвет, то есть они все это прекрасно видят, и она за комфорт отвечает, то есть они очень заботливые, то есть это психотип заботливый, который прекрасно заботится о своем сотруднике, о своих домочадцах, обо всем. У них великолепно обустроены дома всегда, с комфортом. То есть это человек, у которого управляемая функция сенсорика комфорта. И это экстраверты. Люди, которым интересен мир. Здесь будет подсказка интроверты и экстраверты. И самое главное, что их делает такими великолепными, помимо того, что они большие труженики, сенсорики, экстраверты, это делает их ценности. То есть их главная ценность – это мир и любовь. И если им приходится защищать что-то, то во имя мира и любви. Мы можем это видеть в том же сериале «Штирлиц». То есть они все это делают с благой целью, для того, чтобы был мир. И они плохо разбираются в людях, но при этом достаточно всегда коммуникабельно выглядят. И их дуал, человек, который им идеально подходит, это Достоевский, который великолепно разбирается в людях. Вот такая вот у них может быть дуальная пара. Им нужны всегда этики. Человек, у которого Штирлиц, это человек, у которого в ценности люди и отношения. И он всегда работает над тем, чтобы у людей было все хорошо, чтобы у них был комфорт. Я считаю, что Штирлицы – это лучшие руководители, которые могут быть. Они, благодаря тому, что у них очень добрые ценности и нету волевой сенсорики, они редко достигают прямо больших-больших высот, касательно управления государством и так далее. Но они всегда есть на больших звеньях, то есть руководители заводов, руководители предприятий. Это очень классные руководители, потому что они всегда, деловая логика как работает? Она всегда работает выгодно-невыгодно, ценно-неценно. Это всегда про ресурсы, какими ресурсами, как проуправлять. Это сенсорика, о заботе. И они великолепно заботятся о своем коллективе, о своем предприятии, и при этом все люди облюбленные, залюбленные, все люди прекрасно работают в хорошей атмосфере, то есть у них всегда прекрасная атмосфера царит. И они очень хозяйственные. Сколько я знаю, если этот человек начал работать, со Штирлицем, и если он хорошо работает, он будет работать с ним вечно. Пока сам не уйдет, но уходить ему не хочется, потому что это всегда самые комфортные условия для работы, именно со Штирлицем. Они очень хозяйственные, Я не могу сказать, что они любят людей, потому что они все-таки логики. Логика – это больше про процессы, но про процессы, про возможность и понимание каких-то причинно-следственных связей и так далее. Но тем не менее, благодаря ценности, которые у них есть, получается вот такой великолепный психотип, который я очень люблю, уважаю, хотя он является моим конфликтером. Спасибо, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите ваши комментарии, на все отвечу.